Друзья, всем привет! Сегодня, 12 апреля, мы отмечаем День космонавтики. В этот день наш соотечественник Юрий Гагарин в 1961 году открыл человечеству дорогу к звездам. И наш видеоролик посвящен космическим технологиям и тому, какое влияние они оказали на сельское хозяйство. Ведь некоторые из этих технологий без преувеличения пришли в поля прямо из космоса. Поговорим обо всем по порядку. 17 ноября 1970 года человечество впервые в истории доставило самоходную машину на поверхность другого небесного тела. Советский луноход-1 прошел по поверхности Луны более 10 километров, передав на Землю тысячи снимков. Казалось бы, что может быть общего у этого аппарата с привычным нам трактором? Очевидно, что история тракторов и лунохода-1 берет общее начало в 20 веке, когда инженеры искали способы покорения сложных ландшафтов, будь то земные поля или поверхность других планет. И, конечно, космические технологии в первую очередь строились на земных. Создатель луноходов, советский инженер Александр Леонович Кемурджиан, начинал с гусеничных транспортных средств и артиллерийских тягачей. Его луноходы – эхо земной техники. Луноход-1 весил 756 кг. Он был длиной почти 4,5 метра, как небольшой трактор, например, МТЗ-80. Луноход был оборудован восьмиколесным шасси, которое обеспечивало ему высокую проходимость и позволяло преодолевать выступы и углубления высотой до 40 см, трещины шириной до 1 метра, а также двигаться по поверхности с уклоном до 27 градусов. Каждое из его колес имело отдельный электромотор и само по себе было неповоротным. Для того, чтобы выполнить разворот лунохода, каждая четверка колес вращалась либо в противоположном направлении, либо в одном направлении, но с разной скоростью, как у бортоповоротных тракторов. Луноход-1 выполнял свою миссию с ноября 1970 по сентябрь 1971 года, пока не был исчерпан ресурс радиоизотопного источника тепла, который поддерживал рабочую температуру оборудования, а потом он замерз. Следующей моделью был Луноход-2. Конструктивно он практически не отличался от своего предшественника, весил чуточку больше, 836 кг, и был снабжен дополнительной камерой для лучшего управления. С января по май 1973 года он сумел пройти по поверхности Луны 39 км. Погубила его случайность. Во время выполнения маневров аппарат зацепил крышкой солнечной батареи стенку кратера, в результате чего лунный грунт и пыль попали на радиатор. Это нарушило тепловой режим аппарата, и связь с ним была утеряна. Экспедиции обоих луноходов позволили передать на Землю множество фотографий и видеоматериалов, а также данные о химическом составе и свойствах лунного грунта, а ученые провели за это время ряд важных научных исследований. Соединенные Штаты автономных луноходов на Луну не отправляли. Зато они с успехом использовали 3 управляемых астронавтами лунных ровера в рамках последних экспедиций программы «Аполлон» в 1971 и в 1972 годах. Лунный ровер представлял собой открытый двухместный планетоход, позволяющий исследовать отдаленные участки лунной поверхности и собирать образцы грунта. Разработчиком его стала корпорация Boeing, а конструктором – американский инженер Ференс Павликс. У ровера было 4 колеса, каждая из которых приводилась в действие отдельным электродвигателем. Управление осуществлялось рукояткой, расположенной между сиденьями, которая действовала как джойстик. Весил ровер 210 кг и мог перевозить почти 500 кг в условиях лунной силы тяжести. Средняя скорость его передвижения составляла от 8 до 10 км в час. Каждый из роверов совершил по 3 поездки за экспедицию, максимально отдалившись от лунного модуля на 7,6 км. Общий пробег для всех роверов за 3 экспедиции составил 90 км. После исследования Луны человечество отправилось на Марс. Советские марсоходы Проб-М были первыми в мире аппаратами, доставленными на поверхность Красной планеты в рамках миссии Марс-2 и Марс-3 в 1971 году. Однако обе эти миссии завершились неудачей при спуске, и испытать ни один из аппаратов не удалось. Американцы вступили в игру в 1997 году с марсоходом Sojourner, который стал первым в истории планетоходом, успешно исследовавшим поверхность Марса. Это был компактный аппарат размерами всего лишь 65 на 48 на 30 см. Он был оборудован 6 колесами и мог преодолевать препятствия высотой до 20 см. Весьма неплохо для такого малютки. Его миссия продолжалась 83 дня, за которые он сумел исследовать 100 метров марсианской поверхности, провел анализ марсианского грунта и отправил на Землю более 550 изображений.
Следующими в экспедицию отправились два идентичных марсохода – Spirit и Opportunity. Их доставили на противоположные стороны Марса в 2004 году. Марсоходы-близнецы были размером с гольф-кар и весили по 185 килограммов. Они тоже имели по 6 колес, приводимых в движение электромоторами, и были дополнительно оснащены оборудованием для более детального изучения скальных пород и грунта. Spirit проработал до 2010 года. Он исследовал кратер Гусева, где обнаружил признаки древних горячих источников и вулканической активности. Opportunity завершил свою работу в 2018 году, пройдя за 15 лет своей миссии рекордные 45 километров в области Меридиане Планум, где нашел доказательства существования в прошлом жидкой воды. Еще два марсохода продолжают вести исследования прямо сейчас. Первый из них, Curiosity, приступил к работе в кратере Гейл в 2012 году. Он оснащен оборудованием для анализа состава пород и атмосферы и занимается изучением геологии и климата Марса, а также ищет возможные признаки пригодности планеты для жизни. Второй, Perseverance, был спущен в кратер Йезера в 2021 году. Его задачи включают поиск признаков древней микробной жизни, сбор образцов грунта для будущего возвращения на Землю и тестирование технологий для будущих пилотируемых миссий. Но вернемся немного назад. Пока американские и советские инженеры соревновались в космических технологиях, эти технологии постепенно нашли применение на Земле. Вот 4 основные идеи, которые пришли в сельское хозяйство из космоса. Идея номер 1. Спутники, изначально разработанные для исследования космоса, стали активно использоваться для мониторинга сельскохозяйственных полей. Это стало возможным благодаря программе Landsat, запущенной НАСА и Геологической службой США в 1972 году. Спутники Landsat оснащены сенсорами, которые позволяют проводить тепловое картирование и анализ влажности почвы, обеспечивая разрешение до 30 метров. Данные Landsat сегодня применяются по всему миру для детального анализа состояния полей, прогнозирования урожайности и оптимизации использования воды и удобрений. Идея номер 2. Улучшенные конструкции и материалы. Космические технологии изменили подход к созданию наземной техники. Например, колеса марсоходов Spirit и Opportunity были изготовлены из специального алюминиевого сплава, что обеспечивало им легкость и прочность. Сегодня отдельные модели тракторов, такие как John Deere 8R, также используют инновационные конструкции, электрические трансмиссии, точные системы управления и легкие материалы, что способствует повышению эффективности работы и снижению нагрузки на почву. Идея номер 3. Автономность. Еще один подарок космоса Земле. Марсоход Curiosity использует сложные алгоритмы автономной навигации, такие как гештальт, которые позволяют ему анализировать изображение местности, избегать препятствий и прокладывать безопасный маршрут в условиях неизвестной среды. Эти подходы вдохновили разработку систем автопилота для сельскохозяйственной техники. Например, тракторы Case Magnum Connect пользуются GPS-навигацией, обладающей точностью до 2,5 см благодаря GNSS-технологиям. Это позволяет минимизировать возможные перекрытия и ошибки при обработке полей. Но однажды идея автономности пришла на помощь людям, когда случилась крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции вблизи города Припять. На 4-м энергоблоке станции взорвался реактор, вызвав крупный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Радиоактивное загрязнение охватило более 200 тысяч квадратных километров, затронув территорию Украины, Беларуси, России и еще нескольких стран Европы. Из зоны отчуждения было эвакуировано около 116 тысяч человек. Ликвидация последствий потребовала огромных ресурсов и участия более 500 тысяч человек. В мае 1986 года Александр Кемурджиан, отец советских луноходов, в кратчайшие сроки разработал специальный транспортный робот СТР-1, предназначенный для работы в условиях высокой радиации, там, где пребывание человека было смертельно опасным. Робот был оснащен 6 колесами, бульдозерным отвалом и камерами для дистанционного управления. Он имел скорость передвижения до 1 км в час и питался от 2 серебряных цинковых аккумуляторов. Управление роботом осуществлялось при помощи кабеля, который временами запутывался. Радиоактивное излучение негативно влияло на электронику робота и периодически приводило к ее отказам.
Но несмотря на сложности, СТР-1 смог убрать более 90 тонн радиоактивного мусора с крыши третьего энергоблока и вентиляционной шахты между реакторами 3 и 4. Это позволило существенно снизить уровень радиации на крышах и стало важным шагом в применении робототехники для работы в экстремальных условиях. Идея номер 4. Модульный подход, то есть возможность использования различных инструментов для выполнения множества задач. Действующий марсоход Curiosity имеет роботизированную руку, на которой расположены спектрометры, камера, ковш и ударная дрель. Эти инструменты используются по мере необходимости. Они позволяют анализировать марсианский грунт, искать признаки жизни и изучать химический состав пород. В сельском хозяйстве модульность обозначает возможность использования различных навесных орудий за счет мощной гидравлики, трехточечной навески и универсального вала отбора мощности. Но существуют примеры техники, где модульность совмещается с автономностью, как у Curiosity. Система Yanmar Smash – это роботизированная платформа для точного земледелия, разработанная исследовательским центром Yanmar, расположенным в Италии. Система включает мобильную базу, роботизированную руку с манипуляторами и системами зрения, дрон и наземную станцию. Роботизированная рука способна выполнять сбор образцов почвы, обработку растений и точное внесение удобрений и химикатов, аналогично инструментам марсохода. Два прототипа платформы Yanmar Smash были протестированы в 2020 году для виноградников и шпината и показали эффективность в условиях реальных полей. На текущий момент платформа остается примером экспериментальной технологии, направленной на автоматизацию сельскохозяйственных процессов. Второй пример модульности и автономности – система полевых роботов Fend Xaver, разработанная немецкой компанией Fend. Xaver впервые была представлена на выставке Агритехника в 2017 году. В дальнейшем система была усовершенствована и продолжает тестироваться для коммерческого внедрения. Основные ее задачи – посев кукурузы и других зерновых культур с высокой точностью. Система состоит из 6-12 небольших роботов весом около 50 кг каждый. Их малый вес минимизирует уплотнение грунта. Роботы оснащены электродвигателями и работают в рое, распределяя между собой задачи. Если один из них выходит из строя, остальные перераспределяют работу. Xaver использует спутниковую навигацию и облачные технологии для точного размещения семян с погрешностью до 2 см. Местоположение каждого семени документируется, что позволяет в дальнейшем оптимизировать внесение удобрений и обработку растений. Роботы могут работать круглосуточно, даже в сложных условиях рельефа, где традиционная техника неэффективна. Третий пример идеальной модульности и автономности – электрический микротрактор Farm NG Amiga, разработанный в 2020 году американской компанией Farm NG для точного земледелия. Он представляет собой универсальную платформу, которая может быть адаптирована для выполнения множества сельскохозяйственных задач – посева, обработки почвы, сбора урожая, транспортировки, мониторинга состояния почвы и растений. Платформу можно адаптировать под ширину рядов и высоту растений, добавлять и заменять инструменты, включая подъемники, культиваторы и другие приспособления. Микротрактор оборудован полным приводом на электрической тяге. Питание обеспечивают литий-ионные батареи. Грузоподъемность этого малыша 450 кг, а максимальная скорость 9 км в час. Он работает без GPS благодаря системам визуальной навигации. Amiga подходит для работы с различными культурами, включая овощи, фрукты, ягоды, виноградники и декоративные растения. На данный момент он используется в сельском хозяйстве и уже завоевал популярность среди малых фермеров благодаря своей универсальности и простоте использования. Примером успешного применения робота является ферма Jacobs Del Cabo в Калифорнии, где Amiga помогает выращивать органические овощи и травы, снижая потребность в ручном труде. Мы все сейчас это наблюдаем. Прогресс идет семимильными шагами, и он движется там, где ставятся сложные, порой экстремальные задачи, чтобы потом прийти в нашу обычную жизнь. Между луноходом 1, который проехал свои первые метры по поверхности Луны, и агророботом Farm NG Amiga прошло 50 лет. Всего 50 лет потребовалось, чтобы сделать удивительный скачок в развитии инженерии и робототехники, но без лунохода ничего бы этого не произошло. Чему нас может научить вся эта агрокосмическая история? По-моему, двум вещам. Первое.
Нет уникальной нации, которая рождает великих ученых, изобретателей, космонавтов. По всему миру, в каждой стране человек одинаков в своем стремлении создавать новое, доводить до ума, улучшать. И второе. Все великие открытия делаются сообща. Одних изобретателей вдохновляют другие. Так устроена жизнь. Надеюсь, что эта история вдохновила и вас. Всем счастья, радости, любви. Пока.